Всем привет, народ! Сегодня мы будем обсуждать Telegram-бот DuckMyDuck. И так как я рассказываю, точнее доношу вам эту информацию в середине либо в конце ролика, и не все досматривают до середины либо до конца ролика, так что буду это делать всегда теперь в начале ролика, говорить вам следующее, что не стоит заходить в подобные Telegram-боты, не стоит вносить сюда донаты, не тратьте свое время и деньги на обогащение других людей. Лучше потратьте это время на себя и своих близких, и денежки потратьте на себя, любимых. А давайте переходим теперь в Telegram-бота DuckMyDuck и будем обсуждать, расскажу некоторые хитрости. Возможно, тот, кто уже играет, об этом не знает, а тот, кто хочет начать играть, то я вам не советую, конечно, заходить в эти Telegram-боты, но все же, если вы пошли против моего мнения, да, и решили все-таки начать играть в DuckMyDuck, тогда прислушайтесь к тем советам и секретам, которые сейчас я вам расскажу. Их будет не очень много, да, но они, по крайней мере, для тех, кто об этом не знал, очень хорошо помогут развиваться для того, чтобы раскачаться до очень легендарных уточек. Вот, давайте начнем с такого простого совета. Вообще у нас в игре есть два действия с накормленными уточками. Первое действие — это у нас разведение, второе действие — это, наоборот, сведение уток. Чем они различаются? Они действительно различаются. Разведение уток — это размножение. То есть мы скрещиваем двух уточек, они у нас занимаются своими делами, и появляется у нас третья уточка, ребятеночек. Как у того человека, с кем вы разводили, так и у вас абсолютно получается дополнительная утка. Вот. А второй способ — это сведение наших уток для того, чтобы получить более редкую утку. Вот, например, как это выглядит. То есть, если мы свою утку будем кормить, она будет доходить у нас. Вот полная шкала, когда заполнится, давайте я покажу здесь, например, полная шкала внизу сейчас заполнится, и утка будет готова к разведению. То есть нам надо будет ее скрестить с другой уточкой, чтобы получить еще одну уточку. А эта уточка у нас повысится в уровне. Сейчас она у меня первого, станет второго. Вот. А дополнительная уточка, она у нас упадет в самый конец нашего списка и будет ждать своей очереди. И когда мы так делаем постоянно, доходим до 5 уровня, то получаем полностью выращенную утку 5 уровня, и она у нас готова к тому самому сведению. А сведение есть оно улучшение. Получается, у нас появляется кнопка «Улучшить утку», мы переходим сюда, и у нас появляются слоты, где нам нужно свести вместе энное количество уток. Common утки обычные, их 4 штуки надо для того, чтобы свести вместе. Uncommon утки, их уже надо 5 штук, а редких уток их надо уже 6 штук 5 уровня, чтобы получить следующую улучшенную утку. То есть, смотрите, у меня есть сейчас Uncommon утка 1 5 уровня, мне нужно сюда еще добавить 4 утки Uncommon 5 уровня, и я получу одну 1 уровня, но уже не Uncommon, а Rare, редкую утку, рарку, так называемую в чате DuckMyDuck. Вот для этого мы и улучшаем наших уточек, потому что уточка 1 уровня Uncommon у нас содержит в себе не так много. Даже вот возьмем 5 уровня уточка у нас Uncommon, она содержит в себе всего 45 токенов DMD, которые мы и стараемся для того, чтобы получить на дропе. А уточка Rare, да, редкая утка у нас содержит в себе уже больше токенов. Давайте вниз спущусь, уже 293 токена. Вот для этого нам и нужны редкие утки. Получается, что 5 уток Uncommon меньше в токенах, чем 1 утка Rare. Ну и занимает, следовательно, 1 утка редкая всего 1 слот, а их 5. Нам нужно стремиться к тому, чтобы у нас были более редкие утки. Итак, переходим к самому способу именно разведения. Сведение понятно, накопили 5 штук 5 уровня или 4, если у вас common, да, и получаете uncommon 1 1 уровня. Вот, все здесь просто, ничего сложного в этом нету. Как заниматься именно разведением уток? Здесь есть определенные тонкости. Смотрите. У нас есть уточки просто, допустим, 2 уровня. Есть уточки, вот сюда сейчас перелистну, у меня есть 5, но она 2, но она XL уточка. И вот редкая утка у меня, Rare, да, получается, она у меня XXL. Также есть утки 3XL. Что такое XL, да, и что такое XXL? Это размер утки, точнее размер токенов внутри утки вашей, в которых там хранятся токены DMD. Вот, привожу пример. У меня есть уточка 5 уровня, уже готовая к сведению. Вот, допустим, уточка 5, готовая к сведению, она содержит в себе 30,88 токенов DMD. А уточка 5, готовая к сведению, но XL, содержит в себе 90,9 токенов DMD, то есть в 3 раза больше.
Хотя уточки редкости одинаковые, уровня одинакового, но это в 3 раза больше содержит в себе токенов DMD. Вот, как нам получать этих уточек XL? При сведении common уточек мы можем получить, при сведении обычных common уточек 5 уровня, 4 штучки, когда мы скрещиваем, мы можем получить уточку Uncommon XL первого уровня. Это XL означает, что у нас уточка, внутри нее больше токенов DMD. Вот, как нам получить, как у меня, допустим, редкую утку, но уже 2 XL? Объясняю. При сведении уток вот 5 уровня, да, нам нужно для сведения, получается, 5 штучек уточек 5 уровня Uncommon, необычных уток. И в этом ряду из 5 этих уток хотя бы одна должна быть XL. Все, больше 2 не надо, 3 не надо, от этого ничего не изменится. Просто ставим одну уточку XL, и на выходе уточка редкая Rare у нас получается уже 2 XL с повышением одного этого X. Вот. Также, если мы сюда сейчас в ряд вставим 2 XL, одну Uncommon утку, то редкая утка у нас уже получится 3 XL. Вот так вот примерно происходит увеличение. Так что при сведении уток Uncommon лучше вот задумайтесь, чтобы у вас была одна Uncommon уточка XL, чтобы получить, допустим, RAR уже редкую утку XXL. И при скрещивании редких уток XXL одну ее добавляем и получаем уже эпическую утку уже с 3XL. И вот так вот происходит это дело. Смотрите, опять же, еще объясняю, в чем фишка. Когда мы именно разводим уточек, когда скрещиваем их между собой, если у нас уточка Uncommon XL, а у нашего, грубо говоря, товарища по скрещиванию обычная утка, то шанс получить XL на это не влияет. То есть при нашем разведении XL это не учитывается. То есть неважно, есть у него она или нету, на выходе уточку дополнительную вы не получите XL просто из-за того, что у вас одна из уток XL. То есть XL здесь не влияет. Влияет только редкость. В чем редкость влияет между собой? То есть шансы получить ту или иную по редкости утку при разведении, при спаривании наших уточек, да, есть шансы получения по редкости уток. Допустим, если мы с вами скрещиваем между собой common уточек, common и common, да, то у нас шанс получить uncommon утку, либо редкую, либо эпическую, очень-очень ничтожные, да. Если мы будем скрещивать common утку с uncommon уткой, то в принципе шансы такие же ничтожные, но на чуть-чуть побольше, что мы на выходе можем получить хотя бы uncommon утку. Вот, а если мы скрещиваем 2 uncommon уток, да, у нас шанс получить uncommon утку гораздо выше. И нежели если у нас один из оппонентов, ну, один из уточек, одна из уточек будет просто common. То есть желательно, чтобы уровень вашего скрещивания уточек был такой же, как у вас, либо выше. Тогда шансы получить редких уток гораздо больше. Поэтому люди, кто обычно в чаты выкидывает не ссылки на скрещивание, а именно скриншоты с сообщениями в личку, что пишите в личку, это ради того, чтобы на его, допустим, uncommon или редкую утку не пришел человек с обычной common уткой, да, и не уронил его шанс в получении редкой утки. Так что вот такие вот у нас небольшие есть секретики, да, кто не знал, допустим, да, не вникал в это, вот, пожалуйста, это вам, для вас информация. Также по яичкам есть определенный расчет того, что какие яйца стоит открывать вообще. В любом случае, как бы оно ни было, яйца открывать нужно только 12 уровня. Что яйца любви, что обычные яйца 12 уровня. Потому что 2 яйца 11 уровня в общей сложности вы получите оттуда либо корна, там, либо каких-то наград, получается меньше, чем с одного 12. То есть если вы 2 11 скрестите, получите 12, да, но с него вы получите корна больше в совокупности, чем с 2 11. Так что открывать всегда желательно яйца 12 уровня, потому что и шансы выпадения джекпота в 12 уровне выше, чем в 11.
Так что всегда пробуем сводить до конца, до талого, до 12 уровня наши яйца любви. Также смотрите, по поводу челленджа. У нас в заданиях есть челлендж. Я до этого как бы игнорировал эту тему, но потом понял, в чем ее очень замечательная штука этого челленджа. Когда особенно вот у меня есть много uncommon уток. Смотрите, я себе приобрел Дакер Пас, пока вот такой простенький. Меня он пока в принципе устраивает. Ну вот у меня осталось тут, грубо говоря, 12 часов, да, и потом себе возьму какой-нибудь пободрее, получается, Дакер Пас. Что вообще нам помогает Дакер Пас? У нас есть челлендж, получается, в заданиях, где мы получаем, грубо говоря, поинты, вот эти звезды, золотые, ну, золотые какие они там, медали для барабана удачи. И мы получаем эти поинты за то, что кормим нашу утку uncommon и выше, начиная от uncommon, от зеленых уточек, мы, кормя их, получаем поинты каждый день, каждые сутки. То есть мы, кормя их, вот тут есть сколько люди уже покормили их, да, и чем больше мы их кормим за эти сутки, тем больше получаем поинтов вот этих, и тем выше поднимаемся в этом рейтинге. То есть вот сейчас, допустим, я нахожусь там на 980 месте, и мне дадут 250 этих медалей. Перейдем в барабан удачи, за 100 можно вращать. В принципе, призы здесь, есть шанс получить редкую утку. Есть, ну, мне очень часто выпадают вот эти, получается, инь-янь, синенькие и зелененькие, но они нам помогают, опять же, для сведения уток. Сведение уток не происходит мгновенно и не всегда с первого раза. Это тоже одна из мелочей. Она стоит, во-первых, uncommon уток свести 20 тысяч корна. И за 20 тысяч корна не факт, что вы его сведете. Там такой же барабан удачи. И шанс получения тоже не очень великий. Так что челлендж очень помогает, но чтобы нам очень много кормить уток, корм мы здесь, по сути, почти нигде не добываем, да. Уточки нам только яйца вот дают, из яичек мы можем корм добыть, но это очень долго. А Дакер Пас, допустим, мне открывает 5000 корна в день. Плюсом я могу вот эту рекламу, да, в заданиях, несмотря рекламу, забирать 5000 наград тоже в день. То есть, ну, гораздо выгоднее. Я вас сейчас не убеждаю в том, что вам нужно купить Дакер Пас. Просто объясняю, как я пытаюсь быстро раскачиваться в этой игре. Вот такие вот сегодня были тонкости по игре Duck My Duck. Если вам понравился ролик, буду рад, если вы оставите какие-нибудь реакции. Также, если играете в Duck My Duck, напишите, пожалуйста, в комментариях, какого редкости у вас уже есть утки, сколько вообще у вас уже токенов. Вот у меня 742 токена DMD, и возможно вы еще знаете какие-нибудь тонкости и секреты. Пишите мне в комментариях, а я расскажу об этом в своих роликах. Не заходите в Telegram-бот, не вносите сюда донаты, но если все-таки решили, в описании будет ссылочка на мой Telegram-канал, ссылочка на игру Duck My Duck, а я с вами прощаюсь. Всем пока, народ!